Дмитрий Борисович, добрый день. Очень приятно вас видеть на процессе в Хамовском суде, на процессе по Михаилу Борисовичу Ходорковскому, Платону Лебедеву. Вы не первый раз уже приходите. Хотелось бы знать ваши впечатления, то, что сегодня проходило, и мнение о свидетеле со стороны обвинения. Ну, мне как-то сегодня стало понятнее вообще, что происходит здесь. По-видимому, это все-таки процесс, когда большой начальник, используя суд, прокуратуру как государственное учреждение, пытается свести личные счеты с крупными бизнесменами. И мне кажется, это по большому счету унижает и суд, и прокуратуру, потому что они вынуждены действовать не в защиту закона, а в защиту вот того самого частного посыла, который они получили сверху. Из политических ли соображений, из каких-то еще таких внутренних частных соображений. Может, кто-то кого-то обидел, и кто-то с кем-то просто сводит счеты. Но в любом случае получается, что прокуратура и, собственно говоря, и сам судья, они не закон соблюдают, а они пытаются доказать недоказуемое. Они пытаются найти в действиях крупного бизнеса преступления на пустом месте, ищут там, где их нет. Сегодня мне показалось, что выступал вполне вменяемый свидетель. Мне показалось, что он толково отвечал на вопросы. Для меня стало понятно в очередной раз, что в деле много, как минимум, раздутых или выдуманных пузырей. Например, я убедился, что английские тексты договоров и соглашений переведены не полностью или неадекватно, что сам свидетель подтвердил. Также я убедился, что по всем международным стандартам те документы, которые ЮКОС представлял для слияния с Сибнефтью, были подготовлены профессионально, и, соответственно, они отражали ту деятельность, которая реально имела место, и, соответственно, в эту деятельность те масштабные хищения, которые инкриминируются, никаким образом не вписываются. Непредвзятому человеку это очевидно. Мне очень печально осознавать, что сторона обвинения выглядит предвзятой. Она выглядит откровенно такой слабой, недобросовестной, и это печально, потому что это дискредитирует суд. Вот когда смотришь налево и направо из зрительного зала, слева в клетке ты видишь людей, которые владеют ситуацией, которые чувствуют себя уверенно, которые ведут себя, я бы сказал, благородно по отношению друг к другу, вежливо по отношению к свидетелям. А с правой стороны, со стороны обвинения, я вижу людей, которые как-то, менее компетентны, скажем, вежливо. Собственно говоря, ничего нового в этом нет, но все это представление, к сожалению, совершенно явно затягивается. И, в общем-то, с каждым месяцем, мне представляется, Ходорковский и Лебедев набирают очки в глазах избирателей, как это не удивительно, потому что чем больше люди видят, что в стране-то происходит что-то не так, а они это видят, тем симпатичнее им кажутся те люди, которые сидят в клетке. И этот процесс совершенно необратим. И таким образом власть сама создает себе потенциальных, очень недоброжелательных преемников. Она могла бы себя вести поумнее, если уж поблагороднее-то не приходится от нее ожидать, но хотя бы поумнее. К сожалению, идет процесс дискредитации важнейших институтов государства, таких как суд, прокуратура. Идет дискредитация таких представлений, как справедливость, порядочность. И в этом виновата только действующая власть. Ни Ходорковский, ни Лебедев.